Всем привет, меня зовут Саманта, и сегодня я расскажу вам о себе. Мы с семьей жили очень бедно. Хоть мы и жили в поселке для бедных, но наш дом был самым бедным в этом поселке. Ну чё, велосипед есть, уже что-то. Привет, мамочка, в школе все хорошо, я получила хорошие оценки. Моим родителям было не до меня, из-за бедности и из-за младшего брата, которому всего 1 год. Я старалась получать хорошие оценки, чтобы они обратили на меня внимание. Но даже это не помогало. Сейчас буду делать уроки на завтра. Мы жили словно в какой-то пещере. Ну, так и есть. Наш дом построили еще 59 лет назад, поэтому от него кроме развалин почти ничего не осталось. У нас даже кровати не было, и я с родителями спала на полу, а брат спал на сломанном диване. Ура, папа, ты пришел! Я купил нам немного еды. Пап, давай играть после того, как я сделаю уроки. Дочка, я с работы устал, я не могу. Занесу продукты на кухню. Наконец-то наелся. Так было всегда. В детстве мне совсем не хватало внимания родителей. Они считали, что я уже взрослая и могу обойтись и без них. Но мне тогда было всего лишь 7 лет. В школе меня тоже было не сладко. Меня обижали одноклассники. Обзывали меня бедняжкой-букашкой. А у меня не было друзей, которые смогли бы меня защитить. А родителям было все равно на то, что меня обижали. Их интересовал только мой маленький беспомощный брат. Внимания родителей и окружающих мне не хватало совсем. Они не дали его мне в самый важный период в моей жизни. Когда я стала подростком, все только ухудшилось. Ссоры в нашей семье было частым делом. Мне надоело жить в этих трущобах. Отец, почему ты за 14 лет так и не купил хотя бы кровать? Ты что, не знаешь о положении в нашей семье? Еще как знаю, да вам просто нравится быть бедными. Быть бедными для вас удобно, потому что ничего покупать не нужно, можно просто в мусорке взять. Можете и жить так себе на здоровье, но зачем мне так жить вместе с вами? Отдайте меня в детдом, там обо мне будут хотя бы кто-то заботиться, в отличие от вас. Ты совсем не знаешь, что говоришь? Тебе мало травли в школе, в детдоме будет только хуже, с тобой будут общаться как с вещью. Не думал, что ты такое выкинешь, в детстве ты хотя бы понимала наше положение. Это было очень часто, и иногда я даже домой возвращаться не хотела, ночевала прямо на улице. Родителям даже на это было все равно. Думаете, мой брат меня защищал? Нет, ему выгодно, что родители его любят. Он меня не обижает, как вы подумали, ему просто фиолетово на меня. Из ребенка с нехваткой внимания и замкнутого подростка я выросла в эгоистичного взрослого. И когда мне исполнилось 18... Откуда не столько вещей? Доченька, а ты знаешь, какой сегодня день? Вы вспомнили про мой день рождения? Как мило. Да, тебе сегодня исполнилось 18.
Поэтому ты сегодня валишь отсюда. Бери эти чемоданы и уходи. Пожалуйста, больно мне надо жить с такими, как вы. Первую неделю я жила на улице. Но потом мимо меня прошел парень, одетый в далеко не дешевую одежду. И это говорило о том, что парень богатый, и мне нужно ж выйти замуж за него. Я обокрала сумку какой-то богатой курицы и вытащила из нее много денег. За эти деньги я купила себе крутую одежду, сделала себе прическу и купила модную сумку. Потом я нашла этого парня, он отвел меня в ресторан, где мы разговорились. Он рассказал, что он турист и что через месяц уезжает обратно в Париж. А раз живет он в Париже, значит живет не бедно. Я решила не упускать свой шанс и предложила встречаться. Мы встречались целый месяц. Но потом он предложил поехать вместе в Париж. А через 4 месяца он сделал мне предложение. И свадьба была замечательной. И теперь я официально живу в его роскошном домике. Но однажды я решила поставить себе на телефон Инстаграм. Поэтому сделала парочку своих фото и выложила их. И на следующий день под моими фото собралось много лайков. И тогда я поняла, что хочу всегда быть популярной. Поскольку я жила невероятно бедно, то теперь я хотела быть невероятно богатой. Поскольку внимания для меня не было ни от родителей, ни от остальных, то теперь я хочу его много. Вы можете подумать, что я эгоистичная стерва. А как бы вы поступили, если бы вы были бедным и без внимания? Но в какой-то степени вы правы о том, что я эгоист. И это история о том, что я со своим эгоизмом зашла слишком далеко. Так, что это у нас там в тренде? Дети? А у меня нет ребенка. Ничего, я все равно популярна и без этих трендов. Что? Почему под моими новыми фото лайков меньше, чем обычно? А у какой-то девки, что сфоткалась с ребенком, чуть ли не 1 миллион. Блин, все-таки стоит завести ребенка. Возьму из детдома, а мужу скажу, что хочу сделать доброе дело. Милый, иди сюда. Что такое, любимая? Милый, я хочу сделать доброе дело. Хочу взять ребенка из детдома. Это замечательная идея, просто скажи, когда ехать. Да хоть сейчас. Посмотрите, какая я красивая. Ужас какой. Ты похожа на любимую дочку из сериала «Нелюбимая матерью дочь». Вы ничего не понимаете, я самая красивая среди вас. Да вот только тебя никто не захочет удочерить. Скажут, зачем мне такая уродка. Хорошо, но только потому, что я хочу, чтобы меня удочерили. Ну что, довольна теперь? Она такая глупая.
И не говори. Снова думаешь о маме? Я очень скучаю по ней и нашему дому. Жалко, что дядя не захотел меня брать. А я вообще свою маму не помню. Я тут почти с самого рождения. Дети, все в коридор. Воспитательница зовет всех. Рада, что вы все пришли. Потому что эти дядя с тетей могут стать вашими родителями. А вам я сейчас представлю мою группу. Девочку с коричневыми волосами зовут Лана. Она живет здесь уже полгода, она добрая, но очень скучает по маме. Девочку, которая стоит рядом с ней, зовут Рианна. Она тут почти с самого рождения, но она очень дружелюбная и милая. Того мальчика в капюшоне зовут Итан. Он здесь живет всего 2 недели, а еще он не сильно разговорчив. А эту блондинку зовут Руслана. О ней мне нечего сказать, кроме того, что она будет для вас огромной занозой. Что? Да как вы можете говорить такое про меня? Да я лучше их всех вместе взятых. Ну так что, кого берете? Мне понравилась Рианна. Мне тоже. Мы берем ее. Вы дураки! Я же лучше! Руслана, ты меня реально достала? Я отведу тебя в комнату. Ну что я сделала вам? Я же такая добрая. Ну так что, вы готовы удочерить Риану? Да. Постой. Давай сделаем фотографию на память. Только что забрала дочку из детдома. Отправить. Скажи, ты рада, что я удочерила тебя? Да, я очень-очень-очень сильно рада. Это твоя комната, располагайся. Так было 4 месяца, я только о том и думала, что о популярности. Начала превращаться в настоящую стерву, которая с ребенком обращалась как с куклой. В кого же меня превратили деньги и популярность? Доченька, иди сюда. Что такое, мама? Давай сделаем фотографию на память. Снова? Ну, конечно. Нет. Что ты сказала? Я сказала нет, я не хочу фоткаться для твоего глупого инстаграма. Не думала, что ты такое выкинешь. Раньше ты хотя бы понимала мое положение. Не думал, что ты такое выкинешь. В детстве ты хотя бы понимала наше положение. Неужели я веду себя так же, как мои родители? Что это за звук?
Меня мама швырнула на пол, потому что я не хотела фоткаться для ее инстаграма. Доченька, посиди тут, пожалуйста, нам с мамой нужно поговорить. Хорошо. Вижу, у тебя совсем с головой не в порядке. Как ты могла швырнуть на пол свою дочь? Да, она тебе не родная, но это не повод бить ее из-за твоего инстаграма. Ты только помешалась на популярности в инстаграме, что уже начала бить свою дочь. А знаешь, почему я хочу популярности? Знаешь, почему я хочу твоих денег тоже? У меня очень глубокие причины, которые ты не поймешь. Так тебе от меня нужны только мои деньги? Да, но это только потому... Еще и смеется. Свихнулся. Дура. Не думал, что я женюсь на такой эгоистичной стерве, как ты. Я любил тебя, а тебе все это время нужны были только деньги и слава. Я обязательно подам на развод, а ты уходи из моего дома сейчас же. Пока-пока. Я швырнула дочь из-за инстаграма. Я веду себя как мои родители, говорю их фразами. Я становлюсь похожей на них. Я правда стала эгоистичной стервой. Посмотрю, сколько лайков у меня. Да какой инстаграм? Я дочь за него чуть не убила. Где я, черт возьми? И что за одежда на мне? Вижу, вы проснулись. Что тут происходит? Где это я и что за одежда на мне? Вы крепко спали на улице под дождем. Одежда, что была на вас одета, это одежда известной фирмы, а одежду из этой фирмы могут позволить себе богатые люди. Так я понял, что вы богаты, а богатые не спят на улице, поэтому я решил, что у вас что-то случилось. Поэтому я забрал вас к себе домой и одел в свою пижаму. Не беспокойтесь, ваша одежда сушится в ванной. Вот оно как, спасибо. Расскажете за завтраком, что у вас случилось? Да, конечно. А где тут уборная? Вон та дверь слева, это уборная. А ее не смутил факт того, что он ее переодел и одел в свою пижаму. Ладно, все стабильно. Ух ты, это очень даже неплохо. Расскажите мне, пожалуйста, что с вами случилось? Я даже не знаю, стоит ли вам рассказывать, потому что это личное, а вас я совсем не знаю. Я понимаю, но вдруг, если вы расскажете, то вам станет легче. Я начну издалека. Я и моя семья жили очень бедно, наш дом напоминал пещеру. Родители не уделяли мне внимания совсем, оно доставалось младшему брату. А в школе меня все обижали из-за моей бедности. Когда мне исполнилось 18, родители меня выгнали, и я неделю жила на улице. Пока не встретила богатого парня, я решила познакомиться с ним, но потом мы поженились. Но потом я скачала себе Инстаграм и выложила туда свои фото, которые потом собрали много лайков. И после этого я стала одержима популярностью из-за того, что родители в свое время не дали мне достаточно внимания. Когда дети стали в тренде, то я попросила мужа, чтобы мы удочерили ребенка. Мы удочерили девочку, и я только и делала, что фоткала ее для Инстаграма. Однажды она не захотела фоткаться, и я швырнула ее со всей силы на пол. И я поняла, что в этом месте я стала похожа на своих родителей.
Но мы с мужем об этом поговорили, и я сказала, что я с ним из-за его денег. Я хотела сказать почему, но он даже слушать не хотел. И он сказал, что подаст на развод и выгнал меня на улицу. Деньги и популярность превратили меня в стерву, которая бьет свою дочь. Хоть она мне и не родная, но я поступила ужасно. Ты не стерва, ты хотела денег из-за того, что ты была бедной. Ты хотела много внимания, потому что тебе его совсем не уделяли. Но я ударила свою дочь, я становлюсь похожей на своих родителей. Все мы чем-то похожи на родителей, они оставляют отпечаток в нашем создании. Здесь нет твоей вины, ты просто хотела того, чего у тебя не было. Скоро муж подаст на развод, и я буду жить на улице. Пожив с ним целый год, я даже и забыла, каково это жить бедно. Ты можешь жить у меня, я не против. Спасибо вам большое, что бы я без вас делала? Давай на «ты», меня зовут Андре. Очень приятно, Андрей, я Саманта. Мне очень нравилось проводить время с ним. С ним было весело. Хоть он был небогатым, но мне это было и не важно, потому что он уделял мне достаточно внимания. И он всегда меня поддерживал. Но этот день таки настал. Алло, привет. Ну, привет, падла. Не забыла, какой сегодня день? Конечно, не забыла. Куда мне идти? Приходи на улицу Тын-Тын-Тын. Андре, я ухожу. Привет. Привет, выглядишь ужасно. Тебе дочь не отдадут, ты должна это понимать. А я и не надеялась, что мне отдадут дочь, потому что у меня нет дома, а если он и будет, то не очень богатым. Соответственно, дочь я содержать не смогу. Да ладно, найдешь богатенького мужика, одурманишь своими красивыми глазками, как меня когда-то. Уже наша очередь. Пошли. Ну, как все прошло? Да, ничего такого, просто развелись и все. Прошло 2 месяца. А что, если залезть на самый верхний этаж Эльфелевой башни? Только он высоковато. Там, наверное, ветер очень сильный, меня сдует как бумажку. Кроме того, туда лифт не ходит, одни ступеньки. Саманта, закрой глаза, пожалуйста. Ладно. Открывай. В общем, я хочу тебе кое-что сказать. Ты живешь у меня очень давно и почти безвозмездно. Ты выгоняешь меня из дома? Я мешаю тебе? Ты что? Конечно нет. Я лишь хочу сказать, не хочешь ли ты жить в моем доме официально?
К чему ты клонишь? В таком красивом месте я хочу тебя спросить. Ты выйдешь за меня, Саманта? Саманта, у тебя все в порядке? Да, у меня все отлично. Так ты выйдешь за меня? Да. С момента свадьбы прошло 10 лет. Теперь я жена и мама 3 детей. Но я все равно чувствовала вину за то, что я когда-то сделала с моей дочерью Рианной. И однажды... Дочка, я уверен, что твое завтрашнее выступление будет потрясающим. Можешь не переживать, ты же знаешь, я самая талантливая балерина в нашей группе. Да это же моя дочь. Она с отцом говорила про выступление и про то, что она самая талантливая балерина. Я знаю, что это не прикроет то, что я сделала с ней, и знаю, что она меня не простит. Но я все равно куплю ей подарок. Не нравится мне это платье, хоть оно и очень дорогое, но слишком сладкое. Пап, я открою. Привет, доченька. Мам, что ты здесь делаешь? Знаю, ты не простишь меня, потому что я создала тебе травму, как и фингал на лице. Но не беспокойся, ты больше никогда меня не увидишь. Я видела вас с папой на улице, вы говорили про выступление и про балет, поэтому я решила, что ты балерина. И я принесла тебе подарок, балетную пачку и туфли. Хоть этим я не искуплю вину, но надеюсь, что я сделала тебе приятно. И я надеюсь, что таких эгоистов, как я, в твоей жизни будет мало. Прощай. Дочь, кто там пришел? Никто, пап, просто ошиблись домом. Боже мой, оно великолепно! Завтра я буду танцевать в нем. Конец.